где будет дешевле прожить в течение продолжительного времени, где будет сделать это комфортнее и как сэкономить. А еще сколько стоит квартира в Европе и насколько она доступна. Меня зовут Владислав Телешман, и сегодня мы с вами во всем этом разберемся. Погнали! Давайте я сначала перечислю варианты, которые у нас есть. Первое — это купить квартиру, второе — это снять квартиру, и третье — это жить в общежитии. Сегодня мы с вами сравним все эти варианты, сравним все за и минусы, и не только с точки зрения финансов, но и с точки зрения комфорта. Во-первых, давайте я немножко расскажу о себе, чтобы мне было немножко легче рассказывать, и как бы мы с вами немножко сблизились. В прошлом году я собирался работать риэлтором в Праге, и я практически уже прошел курсы в одну компанию, но в последний момент я решил, что мне гораздо интереснее будет снимать видео на YouTube, и поэтому я целиком и полностью погрузился в свое хобби. Так что можете подписаться, потому что сейчас я снимаю по несколько видео в неделю о жизни в Европе. И возможно это будет вам интересно. Сейчас я немножко расскажу вам о том, как вообще работает система риэлторства. Она работает так, что когда вы заходите на сайт, вы вводите какие-то параметры квартиры, например, сколько будет комнат, какая площадь и какая цена. Дальше вы выбираете понравившуюся квартиру и звоните риэлтору. Риэлтор берет, отвечает вам, и вы с ним договариваетесь о встрече. Когда вы приходите в квартиру, осматриваете ее, соглашаетесь ее снимать, то вы заключаете контракт с риэлтором и платите ему некоторые денежки, так сказать, комиссию агентства в размере 1 месяца проживания в этой квартире. С учетом арендной платы, электричества, газа и даже воды. И да, в этом и есть весь прикол, в том, что комиссию платите именно вы, а не человек, который сдает эту квартиру, которому нужно было найти компанию и заплатить компании, чтобы они нашли людей на эту квартиру. Риэлтор пришел, договорился с этим владельцем, владелец ничего не заплатил компании, а компания берет комиссию с арендаторов. Вот так вот это все странно. Например, в Германии совершенно другая система, и они абсолютно меня не поняли, когда я рассказал, как работает риэлторство в Чехии. Ведь, по сути, действительно, риэлтор ничего не сделал, кроме того, как договорился с владельцем, выставил объявление, и вы пришли, захотели взяли, захотели не взяли, он других найдет, и вот так вот эта система работает. То есть, если вы пойдете к риэлтору и попросите найти квартиру по вашим параметрам, то вас просто отправят на сайт и скажут искать там. В Чехии никто не захочет помогать вам искать квартиру, потому что арендаторов и так предостаточно. А вот проблема найти владельца квартиры. Давайте пойдем дальше. Если вы приехали только что в Чехию, то, скорее всего, вы будете арендовать либо квартиру, либо снимать общежитие. И если вы студент, то, скорее всего, общежитие. За прошлый год цены на квартиры и общежития поднялись. И, например, проживание в двухместной комнате в общежитии Глобитин стоит 7500 крон. И я бы не сказал, что это сильно дешевое или сильно дорогое общежитие какое-то. Это среднестатистическая общага, которая, в принципе, достаточно известна в Праге. Для сравнения скажу, что можно снять за 8000 крон и отдельную комнату в квартире, если снимать с кем-то. Сейчас просто очень много бизнесменов, которые этим увлекаются, там снимают 4-комнатные квартиры и сдают каждую комнату студентам, и это достаточно выгодно для них. И за счет этого я бы сказал, что за последние несколько лет цены на квартиры поднялись. Ну, давайте возьмем квартиру какую-то там 40 метров квадратных с 2 комнатами, то спокойно можно найти квартиру и за 16 000 крон. И если у вас есть друг, то вы можете просто делить с ним арендную плату пополам, и все у вас будет замечательно. То есть я больше склоняюсь к тому, чтобы жить в квартире, нежели жить в общежитии. Но я советую для студентов жить первый год все-таки в общаге, потому что вы будете в русскоговорящем коллективе, вам будет гораздо проще освоиться и приспособиться к чужой стране, потому что, одному сделать это немножко сложнее.
А вот на второй год я советую уже брать квартиру. Именно так поступил и я. Прожил первый год в общежитии, познакомился с ребятами, узнал много нового о Чехии, о некоторых нюансах и потом уже переехал на квартиру. Теперь у меня отдельная комната и теперь у меня куча личного пространства, где я могу складывать свои вещи и знать, что их никто не украдет. Да и в общежитии я как-то уже не хочу возвращаться, потому что все-таки мое хобби в съемке видео требует немножко личного пространства. И все же, если мы преследуем цель купить квартиру в Праге, то среднестатистическая квартира не в центре с более-менее нормальным ремонтом будет стоить от 5 миллионов крон. Это примерно 18 миллионов рублей. В Германии, например, квартиры еще дороже. И по статистике, даже семьи, живущие уже несколько десятков лет в Германии, не могут позволить себе купить квартиру. И как бы это нормально, когда семья снимает квартиру всю жизнь. Так что цены в Чехии, я думаю, на квартиры еще более-менее адекватные. Но все же за последние несколько лет они немножко выросли в связи с тем, что русские инвесторы активно покупают в Чехии квартиры. Также насчет квартиры я бы не стал брать старые дома. Да, они снаружи красивые, классные, прям стиль Праги, но жить в них как-то не очень приятно, потому что внутри может уже просто все разваливаться. И также вспомним, что Прага все-таки находится во влажном климате, и значит в таких домах тоже будет очень влажно, сыро и будет образовываться плесень, вонь и все эти неприятные последствия. Еще добавим то, что зимой в них будет очень холодно, огромные расходы на отопление. Есть, так сказать, энергетические группы домов. И если А, Б и С это хорошие, новые, теплые дома, то G это максимально старый, уже просто в котором тепло практически не держится. И придется почти всю зиму держать включенный котел на максимум, чтобы хоть как-то компенсировать потери тепла. При этом сами понимаете, что в Чехии гораздо дороже газ, чем в России, и счетчик в конце года будет приличный. Итак, мы с вами разобрали, как устроена система аренды квартир в Праге, сколько стоят квартиры, как работает риэлторство. Также еще я могу добавить, что сейчас у меня выходит серия видео про Прагу, где я рассказываю очень много интересного и полезного. И ты можешь присоединиться, если тебе это интересно. Также в будущем я думаю, что это будет гораздо круче. Меня зовут Владислав Телешман. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.